Это гражданский. Это гражданские? Это гражданский. Гражданский. Это все граждане? Это гражданский. Две бабушки, Один дед какой-то. один дед и один полностью разорванный. Резня, истребление, геноцид. Террористы, садисты и просто нелюди. Вот с кем наши военные имеют дело в Курской области. Массовое убийство мирного населения русского Поречного Курской области – одна из главных новостей начала года. Были обнаружены, устроенные в ВСУ камеры пыток. Украинские военные изнасиловали и убили десятки жителей сел, захваченных после летнего наступления на территории России. Ну вот 3 есть, еще одного. Следственный комитет завел уголовное дело, уже даже нашел тех военных, которые якобы расстреливали и насиловали курян. Изнасиловали. И я поставил девушку на колени и застрелил. Звучит как самое вопиющее военное преступление украинских военных. Очередное доказательство геноцида русского населения и фашистских методов ведения войны. Русская Буча. В отличие от Бучи, где все постановочно, здесь страшная правда, которую Запад не хочет видеть. И все это произошло на фоне недовольства беженцев из захваченных районов и назначения на пост губернатора области Александра Хинштейна, человека с репутацией деятельного пиарщика. Нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются. Со своей стороны буду делать все для того, чтобы это доверие оправдать. Может, назначение Хинштейна и обнаружение русской Бучи не случайность? Прошло больше месяца с момента публикации видео из подвала с мертвыми телами, но имен погибших так и не назвали. Деталей, которые бы убедительно доказывали пытки и истязания, следствие так и не предоставило. Что известно о резне в русском Поречном? Нестыковки в официальной версии и при чем тут Хинштейн? Все это в новом выпуске «Проект Детали». Российские власти делают все, чтобы россияне знали как можно меньше о собственной стране. Например, блокируют YouTube. Самый безопасный и действенный способ борьбы с блокировками и неведением – кнопка лайка и подписки. Поэтому прошу вас прямо сейчас нажать эти кнопки. Благодаря вам это видео посмотрит больше людей. Кроме того, хочу вам напомнить, что мы можем оставаться на связи, даже если YouTube в России заблокируют полностью. В описании инструкция, как оформить рассылку проекта. Кроме того, обязательно подпишитесь на каналы агентства и проекта в Телеграме и, по возможности, оформите донат. Расследование – это дорого, но оно того стоит. О том, что конкретно случилось в русском Поречном, известно критически мало. Попасть туда независимым журналистам невозможно, свидетелей нет, как и объективных данных, вроде видеосъемок с камер видеонаблюдения или хотя бы с дронов, как это было в той же Буче. Поэтому, чтобы разобраться и не упустить детали, надо начать с того, что вообще известно. Вот факты, изложенные российскими официальными лицами и СМИ. Российские военные отбили у ВСУ русское Поречное 7 января, о чем сообщил близкий Минобороны телеграм-канал «Рыбарь». Само ведомство отдельно о взятии села не сообщило, но, к примеру, в сводке 11 января говорилось, что армия ведет бои в селе Косица и Черкасское Поречное. Они находятся за русским Поречным, вглубь захваченной украинцами территории. Прошло 10 дней, и Минобороны официально отчиталась о захвате русского Поречного. За 2 недели января в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» освобождены 4 населенных пункта – Александрия, Леонидово, Русская Поречная и Кругленькая. И ровно в этот же день в Телеграме появились первые кадры якобы зверств украинских военных в русском Поречном. Прошу любить и жаловать. Это гражданский. Это гражданские? Это гражданский. Гражданский. Это все граждане? Это гражданский. В натуре, слышь, это гражданские. Гражданский. Раз гражданский, 2 гражданский. Ты Вот стоишь, вон там еще где-то лежит тело. 3 гражданские, вот Значит, 4-й да. гражданский. Это не Это не На следующий день, 18 января, о найденных останках тел в погребе сообщил ТАСС. История начинает набирать обороты, видео начинают обсуждать.
Теперь давайте проанализируем сами видео. Что мы видим на первых выложенных кадрах? К слову, в тот момент все распространяли одно и то же видео. Мы не можем показать вам видео без размываний из-за политики YouTube, но на первых двух видеозаписях военные показывают два погреба. В первом военные насчитали 5 замерзших мертвых тел, завернутых в теплую одежду и лежащих на груди вещей. И вот лежит гражданский. Но его разорвало вообще. На втором видео 2 тела. Они закутаны, даже на самых четких кадрах, которые нам удалось найти, не видно ни кровоподтеков, ни явных следов от пуль на одежде, которые бы явно указывали на насильственную смерть. Из этих видео невозможно понять, как тела здесь оказались. Либо мертвых сложили в погребе, либо людей в нем убили. Когда это произошло, тоже не ясно, но тела якобы лежали здесь долго. Давно лежат. Да, очень давно. Еще через день, 19 января, Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела по статье «Теракт». Установлено, что в январе 2025 года боевики вооруженных формирований Украины, находясь в населенном пункте Русское Поречное Суджанского района Курской области, совершили убийство не менее 7 мирных граждан, укрывавшихся в подвале жилого дома. В этом заявлении, очевидно, говорится о тех 7 убитых, которых мы видим на первых 2 опубликованных видео. И уже в этом заявлении Следственного комитета есть первая неточность. Ведомство говорит об одном подвале, а только на первых кадрах их 2. На самом деле будет и 3. Для следствия, согласитесь, это важная деталь. Тем временем РИА Новости сообщили, что одного погибшего разорвало. Тоже говорят военные на видео, но четко понять это невозможно. Погреб не разрушен силой взрыва. Если он и был, то мог случиться и после того, как в подвале оказались мертвые тела. А это видео из 3-го погреба, на котором военные вытаскивают 3 погибших. Идем вытаскивать мирных с Русского Поречного. Вот у нас 1, вот 2, вон 3. Здесь та же картина. Люди лежали в подвалах, как говорит военный, очень давно. Тела замерзшие. Дом снесен снарядами, тела укутаны в теплую одежду, а подвал завален какими-то тряпками, как на первом видео. Давай помогай. Рюкзак? Срежь рюкзак, может, там документы. С этого момента власти и государственные СМИ начинают публиковать подробности, которые невозможно независимо подтвердить. Они исходят либо от российских военных, либо от украинских военнопленных. 2 гражданских мужчин, связанные, замученные. В 3-м подвале женщина с мужчиной лет 40. Мужчины в груди, огнестрел пулевое, у женщины затылки 2. До Русского Поречного, по крайней мере в Курской области, Следственный комитет говорил о якобы военных преступлениях ВСУ только заявлениями и никогда не выкладывал видеодоказательств, не предъявлял признания военнопленных. Здесь же вышло совершенно иначе. Сначала появилось видео, а затем Следственный комитет завел уголовное дело. Позже у силовиков нашелся и пленный, который признался в преступлениях. Услышали шум в сарае. Открыли сарай, там в стоге сена прятались 3 бабушки и 3 дедушки. Мы их вывели, связали руки, спустили в подвал, потом мотыль достал не с сумки, а под сумка гранату F1 и кинул в подвал. Евгений Фабрисенко, по данным сайта wartears.org, попал в плен 23 ноября, и почти 2 месяца доказательства преступлений в Русском Поречном либо скрывали следователя, либо скрывал сам Фабрисенко. Непонятно зачем. Зато после этих показаний Следственный комитет заявил о 22 убитых и изнасилованных в селе. Сначала, напомню, их было 7, затем ТАСС сообщил о 9, а к концу января число жертв увеличилось до 22. На опубликованных видео можно насчитать только 10 мертвых тел. Вероятно, из показаний пленного Следственный комитет вывел первых причастных к убийствам в Русском Поречном. Помимо самого Фабрисенко, в их числе оказались военные с позывными «Кум», «Мотыль», «Проводник» и «Художник».
Уголовное дело в их отношении заведено по статье «Теракт» и 2 статьям, связанным с изнасилованием. Расскажите о совершении преступления вами. Видели дом. Заходим в этот дом. Там девушка. Мы 3 моих сослуживцев изнасиловали. И я поставил девушку на колени и застрелил. И тут возникает еще один вопрос. Фабрисенко говорит, что он и его сослуживцы в Русском Поречном изнасиловали девушку. Достоверно неизвестно, сколько людей жило в Русском Поречном до прорыва ВСУ и сколько осталось под оккупацией. По подсчетам «Медузы», до вторжения там жили 274 человека. Сколько остались под оккупацией, мы можем судить только по данным активных беженцев Суджанского района, которые ведут собственный подсчет пропавших. В этом списке из Русского Поречного 32 человека, и среди них молодых девушек нет. Самая молодая женщина из пропавших 1976 года рождения. 18 февраля появился официальный реестр пропавших, но власти благоразумно скрыли весь реестр, открыв только обратный поиск. Из него нельзя понять, сколько людей числится пропавшими, вероятно, не меньше 1000, но можно узнать статус отдельного человека. Среди тех, кто есть одновременно и в народном списке, и в официальном реестре, лишь 24 человека, где остальные 8 неизвестно. Данных по ним в реестре нет. Нет пропавших молодых девушек и в соседнем селе Черкасское Поречное, откуда теоретически они могли бежать на север от украинских военных. Самые молодые из народного списка пропавших без вести жили в селах, которые расположены в других частях Суджанского района. Через 4 дня после публикации показаний пленного Фабрисенко Следственный комитет показал еще одного пленного, который признался в преступлениях в Русском Поречном. Владимир Парафило рассказал, как по приказу командира с позывным «Антошка» убил в Русском Поречном случайного прохожего, пожилого мужчину. Но за 2 недели до этого тот же Парафило говорил, что никого в Курской области не убивал. В Курской области я никого не убивал. На Донецкой области. Одного человека я убил. Мужик там один. Из показаний 2 пленных складывается ощущение, что Русское Поречное все время под украинской оккупацией находилось в глубоком тылу, поэтому военные ходили по селу, убивали и насиловали местных. Но на самом деле, и это следует и из украинских карт боевых действий, и из российских, сквозь село фактически проходила линия фронта. Все последние полгода оно находилось в серой зоне ни под чьим контролем. Вот карта украинского проекта Deep State. Здесь Русское Поречное в прямом смысле в серой зоне и, кстати, находится до сих пор в нем, несмотря на заявления российских военных о контроле над селом. В то же время телеграм-канал «Рыбарь», связанный с Минобороны, еще осенью проводил линию соприкосновения рядом с Русским Поречным, но отдавая контроль над селом украинской армии. При этом, по данным того же «Рыбаря», село постоянно обстреливалось российской авиацией и артиллерией. Освободили от нечисти. Победа за нами! Судя по видео из Курской области, там с августа был настоящий ад. 10 января, уже после того, как российские власти заявили о контроле над Русским Поречным, украинские каналы выложили видео с дрона. Якобы российских военных накрыла артиллерия. В посте, опубликованном в канале «Два майора», в ноябре с гордостью сообщается об ударе разрушительной авиабомбой ФАП-3000 по соседнему селу Черкасское Поречное. В прошлом году Ростех хвастался разрушительной силой этой бомбы. Расстояние между селами Черкасское Поречное и Русское Поречное не больше 2 километров. По большому счету, это один небольшой участок Курского фронта. А это кадры, выложенные подразделением, входящим в состав Ахмата 13 февраля. Местные жители узнали на этом видео село Косица. Там сейчас ведутся активные боевые действия, и продвижение российских войск в этом районе сопровождается фактическим уничтожением населенного пункта. Из этих роликов очевидно, что, во-первых, просто так прогуливаться по улицам сел, направо и налево расстреливая местных, просто невозможно. Во-вторых, эти видео показывают, что здесь фактически негде прятаться, кроме как в погребах.
Домов практически не осталось. В обычной жизни такие погребы используются как холодильник, в них холодно в любое время года. И, видимо, поэтому эти бомбоубежища, где нашли трупы, были застелены тряпками. Люди могли погибнуть в погребе от холода, от случайного снаряда или стать случайной жертвой перестрелки. Выложенные видео не дают ответа на вопрос, как эти люди погибли. И в-третьих, мы видим, каким образом воюют в таких селах. На опубликованном видео российские военные из Ахмата, кажется, не особо разбирались, есть ли в погребе гражданские или нет. Они его взорвали. Это если говорить об очевидных нестыковках. Теперь о том, что происходило в Русском Поречном за время оккупации ВСУ. Попробуем представить, что происходило в селе и кто там оставался. А самое главное, зачем оставался на линии фронта. По словам родственников людей, оставшихся в Русском Поречном после прихода ВСУ, связь с селом прервалась 11 августа. И дело тут не только в отсутствии мобильной связи. В этих числах, как говорит один из наших собеседников, танк задел опоры и линии электропередач, и в селе с тех пор просто нет электричества. Не было ни эвакуации, ни даже оповещения об атаке ВСУ. Просто в ночнушках уезжали, кто-то в трусах. Мужчина один в халате уехал, просто выбежал посмотреть, что происходит, а потом сел в машину и уехал, потому что не было никакой объективной информации. Никто ничего не сказал, оповещений никаких голосовых не было. Все в Телеграме только прочитали, что там 15 пьяных военных украинских. Наркоманы бегают по лесу и стреляют. Некоторые остались, и, судя по информации из народного списка пропавших, это в основном пенсионеры. По крайней мере, 2 из 3 опубликованных видео сняты на улице Шпилевка. Участок узнали по видео жители села. Это самая северная улица Русского Поречного. По словам одной из местных жительниц, этот участок находится напротив сельского кладбища, то есть в этом районе. Среди пропавших без вести из народного списка 10 человек, согласно данным утечек информации госорганов, жили на этой улице. Еще 6 жили на примыкающих улицах Гора и Курган. Кроме того, когда в Русское Поречное вошли украинские военные, жители села шли в укрытие именно на улицу Шпилевка, по крайней мере, так говорит родственник оставшегося местного. Она более северная. Как раз недалеко оттуда находился хутор Бертин, где стоят российские войска. И насколько я знаю из разговоров людей, все оставшиеся постепенно перемещались на улицу Шпилевка, кто не мог уехать. Типа она самая безопасная. С момента обнаружения мертвых жителей Русского Поречного в село уже успели привезти журналистов РИА Новостей. Но власти до сих пор не обнародовали списки погибших в селе. Судя по рассказам родственников, все еще проводятся ДНК-тесты, и даже им не дают всей информации. Кого-то опознали, кто-то ждет результата экспертиз. Зато главный судмедэксперт уже успела выступить по телевидению. И тупая травма грудной клетки, и огнестрельные повреждения, которые преимущественно локализовались на спине, а также признаки воздействия электрического тока. Я признаю, что для судебно-медицинского эксперта было сложно исследовать эти трупы, прежде всего психологически, потому что мы понимаем механизм образования повреждений. Мы понимаем, какую боль испытывали эти люди и страдания. Хотя, казалось бы, это ключевая вещь. От чего умерли найденные в погребах люди? От обморожения, или их застрелили, или забили до смерти. В довольно развернутом комментарии главный судмедэксперт области не дает четкого ответа на этот вопрос. В этом же репортаже корреспондент программы «Вести неделя» совершил подлог. Съемочная группа взяла интервью у сына оставшегося в Русском Поречном Николая Санькова, мол, его отец погиб в селе. Близкие одного из убитых пожилых людей нашлись. Связь с отцом потеряли вскоре после эвакуации. Агентство дозвонилось до героя репортажа и выяснилось, что на самом деле следователи пригласили Санькова на опознание отца, но убитым оказался сосед. Оба жили на улице Шпилевка. То есть пропаганде не хватает доказательств для обвинения Украины в военных преступлениях. Приходится натягивать. Отдельный сюжет – то, как историю резни в Русском Поречном преподнесли зрителю. Информация о массовом убийстве мирного населения распространялась, мягко скажем, нестандартным образом. Видео из подвала с мертвыми телами первыми опубликовали не власти, не официальные СМИ и даже не телеграм-каналы подразделений. Они это сделали, но сильно позже. Впервые в Телеграме 2 видео из 2 подвалов появились еще
в 10 вечера 17 января, то есть почти за сутки до того, как историю подхватили военкорские паблики и государственные агентства. Сначала 2 видео выложил канал «Брянский фронт». На момент публикации там было лишь 805 подписчиков. Его владельцы, судя по всему, многодетная семейная пара из Брянска, которая с начала вторжения в Украину волонтерствует под флагом Народного фронта, движение, которое выдвигало Владимира Путина в президенты России в 2017 году. Контакт Карины Салабай указан в профиле канала, ее муж – бывший директор городского парка Брянска. В разговоре с нами Салабай не сказала, кто передал ей видео из русского Поречного, но в посте указала, что первоисточник видео – российские военные подразделения «Великолепная четверка» и командир этого подразделения «Странник». Этот военный позже даст интервью российским государственным СМИ. Я такое видел только в хрониках Бухенвальда, Свенсона. Мы, когда заходили на Украину, мы помогали выйти мирному населению. Причем мои же люди, когда выводили, погибали, выводя их мирное население. Но пока широкой огласки нет. В тот же день, 17 января, Брянский фронт публиковал и другие видео, где российские военные, вероятно, те же самые, что и обнаружили подвал с трупами мирных жителей, ходят по окрестностям русского Поречного и разглядывают мертвых украинских военных, разрушения и трофейные снаряды. Вот они, снарядики. В ночь с 17 на 18 января видео из подвала всплыло только в 2 провоенных закрытых чатах Телеграмма – «Великая Россия» и «Сильная Россия». Кроме этих пабликов, видео из русского Поречного никто не публиковал целую ночь. У истории началось продолжение только утром 18 января, когда начался рабочий день. С 10 утра каждую минуту десятки каналов разных размеров стали резко публиковать однотипные сообщения с видео из подвалов. Каждый пост заканчивался фразой «Расскажите еще про Бучу, ублюдки». Конец цитаты. К этому моменту, к утру 18 января, еще нет официальных заявлений. Видео не публиковали официальные или полуофициальные каналы военкоров или подразделений. Но кампания, иначе эту серию постов назвать нельзя, уже началась. И к середине дня текст сообщений, который ноунейм каналы распространяют вместе с видео, меняется. Но это все еще повторяющийся текст. Причем даже ошибки в постах одинаковые. Например, зачастую администраторы каналов не удаляют лишние пробелы после запятых или тире, а копируют все в исходном виде и так публикуют. В самих текстах есть либо упор на то, что мертвые пожилые люди, либо на то, что их пытали методами фашистов, или упоминание Бучи, а часто и все 3 компонента вместе. Нужно зафиксировать. Видео с мертвыми гражданскими и сравнения произошедшего с Бучей появились за день до того, как власти и официальная пропаганда выдвинули первые официальные версии и обвинили Украину в военных преступлениях. Когда видео из подвалов начали распространять военкоры, СМИ или хотя бы неанонимные каналы, возникла путаница с тем, кто все-таки нашел мертвых гражданских. Из относительно больших первым видео из русского Поречного распространил канал группа Каштана спецназа «Ахмат». Грубо говоря, канал отряда, который входит в сеть добровольческих подразделений под командованием Апти Алаудинова. Подробнее о том, как устроен Ахмат, смотрите в нашем предыдущем видео. Группа Каштана первой сообщила, что тела нашли бойцы 352-го мотострелкового полка. Но к середине дня некоторые пропагандисты приписали ахматовцам подвиги в Курской области. Например, телеграм-канал Владимира Соловьева сообщил, что погибших в русском Поречном нашли именно чеченские подразделения. Это подхватили и другие паблики. Напомню, что с ноября главу спецназа Ахмата Апти Алаудинова забанили официальные российские СМИ. Его заявления перестали цитировать телеграм-каналы ТАССа и РИА Новостей, а телеканалы перестали приглашать в эфир. Игнорировал бан только Владимир Соловьев. Но в феврале Алаудинова вновь стали цитировать, как раз после того, как телеграм-канал Соловьева приписал его подопечным нахождение замученных жителей Курской области. Сегодня у нас пацаны вернулись с боевой задачи с русского Поречного. Ахмат — сила, Россия — мощь. Победа обязательно будет за нами. Еще одна странная вещь. Историю с русским Поречным то поднимали, то замалчивали, то вновь открывали для обсуждения. Вот так выглядит число упоминаний из села в Телеграме по данным сервиса Тегестат. Первая волна с 17 по 21 января – дни первых публикаций видео. Затем, вероятно, о самом страшном преступлении Украины просто перестали говорить. Прежде всего, российская пропаганда. И огромный всплеск упоминаний, новая и более масштабная кампания началась 31 января, когда Следственный комитет показал первого свидетеля Евгения Фабрисенко.
Ровно в 7 утра Следственный комитет опубликовал показания Фабрисенко, и в тот же самый момент, буквально минута в минуту, то же самое написали десятки каналов, от государственных агентств до микроскопических пабликов, почти 400 постов за час ранним утром. На следующий день, в 6 утра 1 февраля, в Википедии появляется статья «Резня в русском Поречном», как аналог статьи «Резня в Буче». В ней авторы ссылались на публикации в англоязычных версиях пропагандистских изданий, сделанных 31 января. То есть статья в Википедии выглядит тоже как часть перезапущенной информационной кампании. Модераторы Википедии статью быстро удалили из-за несоответствия правилам сообщества, но настырные пользователи еще дважды пытались ее опубликовать. Один из пользователей, кто вносил правки в статью о русском Поречном, оказался видным соавтором статей на тему войны в Украине и во всякого рода хулиганских статьях. А когда статью окончательно удалили из Википедии, об этом тоже сразу же написали многочисленные пропагандистские издания. История погибших жителей русского Поречного стала самой громкой попыткой российских властей обвинить ВСУ в военных преступлениях на территории Курской области в 2025 году, но далеко не последней. «1 февраля на здание школы-интерната в подконтрольной Украине Суджа упала авиабомба. В здании находились мирные жители, оставшиеся в районе после наступления ВСУ. Удар по интернату пришелся на следующий день после того, как российские власти показали признание украинского пленного в убийствах в русском Поречном. Погибли 4 человека, более 80 удалось спасти из-под завалов. Стороны обменялись взаимными обвинениями, но российская власть и пропаганда, помимо традиционных выпадов и обзывательств, использовала удар по Суджа, чтобы в очередной раз заявить о вероятных преступлениях украинской армии в русском Поречном. Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области. Удар по Суджи, где могли погибнуть десятки людей, нужен был для того, чтобы отвлечь от убийства меньших масштабов. Во всем русском Поречном осталось меньше жителей, чем было в суджанском интернате. Тем не менее, именно этот нарратив использовала пропаганда. Это видно на графике упоминания русского Поречного в Телеграме. На следующий день после удара по интернату село упоминалось почти так же часто, как и в день публикации показаний военнопленного украинца. И посты соответствующие. Десятки каналов слово в слово написали фразу о том, что удар — это отвлечение населения от резни в русском Поречном. Многие дословно повторили заявление Минобороны о зверствах киевского режима. Кроме того, в феврале провоенные телеграм-каналы опубликовали еще несколько якобы свидетельств зверств украинских военных. Так, например, 9 февраля в анонимных телеграм-каналах разошлось фото мертвого тела, якобы сделанного в отбитых у ВСУ районах Курской области. В постах утверждается, что украинцы убили и замучили ветерана Великой Отечественной войны. В качестве доказательства повешенный на спинку стула пиджак с наградами. Ни имени, ни фамилии, ни даже место его убийства не приводятся, только фото и эмоциональный комментарий. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Теракт» после рассказа жительницы села Николаева-Дарьина. Та утверждает, что бойцы ВСУ расстреливали ее родственников и соседей. Погибли 3 жителей нашего села. Накрыла то ли снаряд, то ли бомба, то ли... Ну, в общем, я же не эксперт, то ли авиация какая-то их, я не знаю. Погибли, они сгорели в доме, они там так еще остались, никто их не доставал. Потом убила брата моего 2 декабря, дроны его расстреляли. В первые дни февраля появилось несколько подобных свидетельств, которые сопровождаются комментариями официальных лиц в духе «зверство», «геноцид» и «резня». И пока власти других доказательств не публиковали. Налицо все признаки целой медиакомпании. Эти 6 месяцев под постоянными угрозами нацистов они пережили чудом. Видим деяния украинских бандитов глазами российских военных. Наши бойцы спускаются в подвал, проверить, нет ли противника. Есть только мирные жители, измученные и убитые. Террористы, садисты и просто нелюди. Над стариками издевались. Вот это то, что сделали укронацисты со своей душой.
С августа, когда украинская армия захватила часть Курской области, российская армия медленно, но тем не менее отвоевала значительную часть потерянных земель. Активнее всего российская армия отвоевывала территории в октябре, ноябре и декабре прошлого года. Минобороны отчитывалось о десятках освобожденных деревень и сел. И тогда не было таких массовых свидетельств о преступлениях украинской армии. Во всяком случае, уголовные дела, которые заводил Следственный комитет, не привлекали такого внимания и не сопровождались масштабными медиакампаниями. Больше внимания привлекали проблемы беженцев из оккупированных районов, которые выходили на митинги с требованиями разумных компенсаций. Встаньте перед этими людьми, вот, которые здесь. Конечно, всем здесь и объяснить все, зачем куда-то идти. Что мы будем ходить по собаки? Ну, скажите, вот люди стоят. Нам все равно где замерзать. Такой фокус внимания не на успехах армии, а на проблемах жителей Кремль вряд ли устраивал. И, вероятно, по этой причине Путин снял с должности губернатора Алексея Смирнова, которого избрали в начале 2024 года, и назначил Александра Хинштейна. Сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника, там, конечно же, нужно будет очень много сделать. У бывшего депутата Госдумы и журналиста московского «Комсомольца» давно сложилась репутация пиарщика и близкого силовикам человека. С 2016 года Хинштейн отвечал за коммуникации в Росгвардии на должности советника Виктора Золотова. В частности, он занимался там идеологией и пропагандой. То, что необходимо Кремлю на фоне проблем в Курской области. После назначения в регион Хинштейн развернул бурную деятельность. В его канале чуть ли не каждый день начали публиковаться видео взаимодействия с местным населением. То аптекаршу отчитает, то в магазин заявится. Приз 64, 65 рублей. Значит, здесь он у нас с вами стоил за килограмм 106,5 рублей. Ну, да. Фиксируем, что цена стала меньше. Так, если смотрим, какой рис шлифованный килограмм, рис шлифованный. Сами значимый товар. Молодцы. Но эта бурная деятельность поначалу не помогала отвлечь внимание от проблем беженцев. Хинштейн лично встречался с пострадавшими, отчитывался о проведенных совещаниях, но даже после этого люди продолжили собираться в центре Курска на митинге, так как и при новом губернаторе их проблемы не решились. Прошло почти полгода, как люди оказались выброшены на улицу в полную неизвестность. Не имеем постоянного места жительства. Вынуждены скитаться по ПВР и съемным квартирам. Наши дети забывают, что такое родной дом. Наши старики умирают в ПВР на казенных койках. Но до сих пор власти региона не хотят замечать нарастающий ком проблем. За 6 месяцев с того момента, как украинские военные вошли в Курскую область, ни гражданские власти, ни военные не концентрировались на военных преступлениях, которые могли совершить ВСУ, хотя за этот срок российской армии удалось освободить гораздо больше территорий, чем за время губернаторства Хинштейна. Зато после его назначения, в начале 2025 года, новости об украинских зверствах становятся нормой. И это не просто новости, проводятся масштабные информационные кампании. И если до прихода Хинштейна главным врагом беженцев выглядела российская власть, которая не смогла ни защитить регион, ни эвакуировать жителей, ни обеспечить беженцев жильем и работой, то сейчас фокус внимания сместился на спорные военные преступления. Полное попрание морали. Начиналось с чего? С аллеи ангелов. Детей убивали. Это не исключение из западной политики. А давайте вспомним террористические акты на Северном Кавказе в 90-е и начале 2000-х. Мы, разумеется, не отрицаем гибель мирного населения на захваченной украинцами земле. Но сообщения о военных преступлениях, которые раскручивают российские власти, неубедительно доказанные факты, а утверждения пленных, шокированных бомбежками людей и видео от анонимных каналов. Здесь гражданские все. Гражданские? Да, здесь бабушка. Бабушка? Раз, два, три, четыре. Четыре гражданских. До того, как власти начали сообщать о происходивших на захваченных землях зверствах,
информацию оттуда и о жизни беженцев удавалось получать благодаря активным местным жителям. Но эта активность явно не играет на руку властям. И чиновники Курской области в лице советницы Хинштейна попросили прокуратуру закрыть один из главных источников информации о Суджанском районе – телеграм-канал «Суджа родная». На заседании Совета люди пожаловались, что появляется много недостоверной информации, которую невозможно оперативно проверить. Начинается паника и волнение среди переселенцев. Советник в Рио губернатора Виктория Пенькова говорит, что главный источник фейковых новостей – Суджа родная. Пенькова добавляет, что канал надо бы проверить. И это вовсе не оппозиционный канал. Там и собирали помощь российским военным, и ругали украинцев, и против Кремля не высказывались. Просто тема беженцев из Суджанского района настолько чувствительная тема для властей. И учитывая контекст, складывается ощущение, что даже возможные преступления украинской армии с, мягко скажем, спорными доказательствами выглядят как попытка перевести фокус внимания с гигантского провала российской власти в Курской области. Сначала путинские опричники из Ахмата отступили и не стали оборонять территорию России, выставив вместо себя срочников. Затем гражданские и военные власти не озаботились эвакуацией местных, потом не смогли толково расселить беженцев, чем спровоцировали массовые акции протеста в приграничной области. И, кажется, главное решение этого каскада проблем в очередной раз найти врага и показать его по телевизору. Шоковая терапия государственного пиара. Проект. Узнаете впервые.